Всем привет! Страшилка для детей «Стук в окно». В этом году, после школьного учебного года, я решила навестить свою любимую бабушку. Родители отпустили меня без проблем. Сказали: езжай, бабуля будет рада тебя увидеть. Собрала я вещи, купила билет и поехала. Через 3 часа я была уже у нее. Она очень обрадовалась, когда увидела, кто к ней приехал. Посидели мы с ней, поговорили и чай попили. Начало темнеть. Она приготовила мне кровать. Я пошла умылась и легла спать. Хотя я и спала как убитая, но сквозь сон услышала, как по окну кто-то стучит. Я с трудом открыла глаза, встала с постели и подошла к окну. Стук продолжался. Я открыла окно, но никого не увидела, только услышала, как чьи-то шаги отдалялись от окна. Я опять закрыла окно и пошла спать. Через некоторое время снова послышался стук в окно, и тут я, наверное, в первый раз в жизни испугалась. Я легла под одеяло, чтобы не слышать этого стука. Но он становился все сильнее и сильнее. Я соскочила с кровати и вся в слезах побежала к бабушке в комнату. Она спала, но, услышав, что я плачу, сразу проснулась. Я все рассказала. Она сказала, что раньше такого не бывало. Мы с ней вышли на улицу, подошли к моему окну, но там никого не было. Она сказала, что сегодня ночью будет ночевать со мной в моей комнате, и мы пошли спать. Она легла рядом со мной, и мы заснули. Буквально минут через 40 снова послышался этот стук в окно. Я тихонько толкнула бабушку в плечо, она проснулась и спросила, что случилось. Я ей жестом показала, чтобы она не говорила, а слушала. Она все услышала и сказала мне: «Давай вставай, пойдем к окну». Страшно было очень, но интерес брал свое, и мы пошли. Подходя к окну, через штору мы увидели большую тень с рогами. Мы отскочили от окна. А эта тень, почувствовав, что мы находимся где-то рядом, начала долбить по окну еще громче и громче. Мы закричали. Когда мы успокоились, бабуля сказала мне, что она прожила почти всю жизнь, но такого не видела никогда. Через некоторое время мы все-таки решились подойти к окну. Стук по окну исчез, но тень по-прежнему оставалась за шторой. Мы встали, подошли к окну. Я взялась за штору, но бабушка сказала, что лучше она. Она, прищурив глаза, отодвинула ее. И мы увидели, знаете кого, корову. Это была бабушкина корова, звали ее Мурка. Мы с бабушкой выбежали на улицу и обняли эту корову и засмеялись. Оказывается, эта корова отвязалась и пошла гулять по двору, а когда ей надоело гулять, начала ломиться домой и стучать рогами в окна. Вот такая вот со мной приключилась веселенькая история. Помощь прямо с небес. Можно улучшить машину, просто напоминаю. У тебя достаточно опыта для улучшения.
Только 10 осталось. Держись. Информирую о доступности улучшения танка. Пробитие. Пробил его. Отличный выстрел. Готов. Он излится сейчас, наверное. Все, это потолок. Вот это зверь.